Ребята, всем привет! Я очень долго собиралась снять это видео, но никак не снимала. Почему? Вроде бы такая простая тема, но так долго откладывалась. И в чем же секрет все-таки координации двух рук? Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Скажу сразу, что если у профессионального пианиста спросить, как соединить две руки, допустим, я начинающий, у меня вот раскоординация, я не могу играть одновременно разные ритмы и ноты в разных руках, я не понимаю, он очень удивится, такому не совсем профессионально поставленному вопросу, который в профессиональной среде не встречается, так как эта проблема должна решаться в первые 2 года обучения в музыкальной школе. И, честно говоря, покрутив у виска, скажет вам: "Что тут сложного вообще? Думай не горизонтально, а вертикально. Считай обе партии вместе и мысли вперед". И в этой фразе вся та квинтэссенция информации, которую сейчас я буду для вас анализировать для большей наглядности. Итак, координация является общей проблемой начинающих пианистов. Это не техническая проблема, это проблема в голове. Хотя некоторые могут сказать, что координация это и есть техническая проблема, но это вообще не относится к технике. Проблема здесь такая же, как при попытке писать разный текст двумя руками одновременно. Вы увидите, что движение одной руки вмешивается в движение другой руки. Они обе хотят двигаться похожим образом. Корень проблемы в самом-самом начале. Если пальцы руки развиты слабо с точки зрения физико-технической стороны, то они ведут себя как неродные, они ведут себя как чужие. Они будут нажимать клавиши не там, где это нужно, и психовать вообще, дергаться как ненормальные в конвульсиях между соседними, не играющими в данный момент пальцами, неритмично производить смену интервалов, неритмично производить смену аккордов, к примеру, и постоянно будто спотыкаться. Если такое имеется, значит вы пока не поняли или не хотите упорно применить действенные, но трудоемкие, к сожалению, приемы, либо вы выбрали, скорее всего, если занимаетесь без педагога самостоятельно, вы выбрали слишком уж неподходящее на ваш данный уровень игры произведение. Простыми словами, для наработки навыка независимой игры двумя руками перед вами стоят две задачи. Это ритмическая задача и гармоническая. Независимость игры с точки зрения ритмической составляющей означает то, что пальцы рук могут играть одновременно и в необходимом ритме разные ритмические рисунки. Наработка навыка независимой игры руками с точки зрения гармонической составляющей в том, чтобы пальцы обеих рук играли свои партии независимо от сочетания уже играющих пальцев в другой руке. А если встречается неправильное сочетание пальцев, то пальцы одной руки начинают дергаться синхронно с пальцами другой руки или вместо одного пальца соседнюю клавишу нажимает совершенно другой соседний палец. Короче говоря, это тихий ужас, и большинство людей пытаются справиться с этим на мышечном уровне, и в результате их руки становятся все более и более напряженными, мозг у них пыхтит, под градом льется, в руках ступор, считать они отказываются, считая, что это только усугубит ситуацию, добавив еще и третью задачу для одновременного решения. И как бы тут и так вроде бы хватает. Ваши руки на самом деле опережают голову, и это обычное дело у начинающих. Вы придаете слишком много значения только механическому движению, что в некоторой степени подтверждается вашей механической долбежкой. Вы считаете, что запомните движения механические, но этот вариант работы, он неэффективный. Я вам даже больше скажу, он просто наивный. И это 500 миллионов раз доказано на практике, только все на те же самые грабли начинающие наступают и продолжают наступать, стесняясь считать или считают себя исключением из правил. Я, допустим, в работе уже не спорю даже иногда. Я жду, когда терпешь решить проблему таким образом вручную, у таких вот индивидуумов он закончится просто. Итак, что же можно предпринять, если вы хотите работать по-другому? Вы хотите работать не с рук, вы хотите работать не механически и понять раз и навсегда, как заставить руки координировать, когда это необходимо. То есть необходимо это практически всегда. Что можно посоветовать в глобальном смысле? Воспитывать внутренний полифонический вертикальный
вслух, то есть мыслить не горизонтально, не линейно партиями, а исключительно вертикально. Самое элементарное – это правильно, вертикально считать. Именно вертикальный счет поможет играть ноты там, где они находятся. Самоконтроль. То есть нельзя отключаться от счета и пускать все на механический самотек. Вы обязательно споткнетесь, если посчитаете, что проскочите вот этот вот получившийся кусок и соедините его с новым. Правая рука должна играть свою партию независимо от игры левой руки. Левая рука должна играть свою партию независимо от игры правой руки. Вы скажете, ну вот же, я же вот был прав, и разве недостаточно уметь свободно играть мелодию правой руки под аккомпанемент левой руки? Нет, друзья, недостаточно, потому что разбор отдельно руками – это отлично, конечно же, но при соединении надо мыслить не линейно, когда вы играли отдельно руками, а строго гармонически по вертикали. И только для облегчения этой задачи происходит отдельно разбор руками. Это скорее подготовительный этап перед вертикальным соединением, чем это заключительный этап перед игрой на чистовик. Если вы разобрали отдельно руками, это не конец, это только вступление к основной работе, то есть другими словами. Далее, нужно строго соблюдать аппликатуру и готовить пальцы, то есть готовить их, брать дыхание, делать замах и так далее. Не придумывать по новой аппликатуру каждый раз при игре. Мыслить нужно на опережение, можно с опорой на границе такта, но с перспективой. Вот вы играете, допустим, в первом такте, уже мысленно вы должны находиться во втором. Во втором играете, уже мысленно в третьем и так далее. Можно наделить левую и правую руки мужским и женским тембром. Вам необходимо слушать их развитие в одновременности. Они соединены гармонически, они одно целое, у них диалог, а не монолог отдельно правой руки и отдельно левой. Они должны слушать друг друга. Либо также не следует воспринимать на начальном этапе разбора правую руку как ведущую, а левую как бесплатное, извините, дополнение. Такое встречается только на ясельном этапе обучения. Далее обе руки могут быть совершенно равнозначны, а не только правая – это мелодия, а левая – это там два аккорда. Поэтому левую нужно равнозначно развивать вместе с правой рукой. И все же, что же можно посоветовать в качестве профилактики? Во-первых, это играть хроматические гаммы расходящимся движением. Также можно попробовать такой способ. Это когда одна рука играет свою партию на фортепиано, а другая рука играет свою партию на коленке, либо играет ее в воздухе. Потом вы меняете руки. Эти советы могут и не решить проблему в корне, но они хотя бы проиллюстрируют то, что я имела в виду выше сказано. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если информация оказалась для вас интересной и полезной. Всем пока!